Привет, друзья, Миран на связи. Если бы в тяжелой музыке, как в интернете, действовал некий свод правил, то на 34-м месте в этом списке значился бы пункт вроде «Не пытайся придумать оригинальную тематику для своей группы, все идеи уже заняты». У нас уже были группы, посвятившие свое творчество призракам, троллям и бухлу, пиратам, компьютерным играм, и можно быть уверенным, что всевозможная грайндушечка покроет пласт остальных менее эфирных тем. Сегодня же мы откроем для себя еще одну необычную тему, объединившую несколько совершенно разных групп. Это внезапно боевая культура средневековой Азии. Все эти ниндзя, самураи и боевые искусства Шаолиня тоже являются источником вдохновения для некоторых интересных представителей современной тяжелой музыки. О них мы и поговорим сегодня в новом выпуске Metal Music Man. Для пущего интереса мы не будем сегодня рассматривать азиатские группы. У них тема ниндзя и прочего встречается довольно часто. Тут как раз интересны представители других этносов. И, пожалуй, самый сферический результат смешения тяжелой музыки и истории Азии сформировался в Финляндии и получил название Whispered. Конечно, поначалу Whispered не были такими уж сферическими. Они образовались в 2001 году под именем Зиалот, определились с тематикой песен, а вот музыка была тогда не особо оригинальная. Смесь финского МДМа и павера. Под стать Children of Bodom. Да, может, это и не очень оригинально, но общий подъем подобного музла позволил им не загнуться и дотерпеть аж 9 лет до выхода своего первого полновеса. Работа над дебютником Thousand Swords потребовала не только кучи времени, но и больших человеческих затрат. Помимо членов группы, в записи принимало участие еще человек 15. Они отвечали за партии некоторых струнных и народных инструментов, хоры, дикторский текст. Но в итоге получилось действительно эпичное музыкальное полотно. Дебютник получил хорошие отзывы критиков, и группа решила, что следует работать над следующим альбомом в том же ключе. Сохранить тематику, опять созвать кучу народов, но на этот раз в их распоряжении имелся опыт подобной работы, который позволил сделать их второй альбом еще лучше. В альбоме Shogun Night Macabre чувствуется уверенность музыкантов в выбранном ими пути. На этот раз японская культура проникла еще больше в музыку, в мелодии, а музыканты сменили имидж под стать идеологии. Теперь это не просто парни с гитарами, а настоящие бесноватые самураи, которые искусно обращаются не с оружием, а с музыкальными инструментами. Forgiveness shall be given upon these times of fear and hate. The shadows twist and form on the walls. These times of sin and emptiness is unplayed. The spirits will march in the night. Rest, spirits in
На этом список полновесов Whispered исчерпан, но спешу вас обрадовать, они уже закончили работу над третьим альбомом и в скором времени обещают анонсировать подробности его релиза. Но мы сейчас рассмотрим следующую группу, на этот раз тиражирующую китайские боевые традиции. Она носит говорящее название Shaolin Death Squad. Несмотря на весьма агрессивное название, Шаолинский отряд смерти, эта группа скорее придется по вкусу тем, кто ждал появления в МММ неширпотребного авангарда. Shaolin Death Squad играют прог, который местами не грех обозвать фьюжном. При этом ребята не сторонятся бластбитов, уменьшенных квинт и прочих металлических фишек. Присутствие восточной культуры у них куда меньше, чем у Whispered. Лирика песен Shaolin Death Squad периодически повествует о каких-то отвлеченных темах, да и музыка не так сильно эксплуатирует азиатский фолк. Однако у коллектива есть бриф, в котором говорится, что они монахи, призванные предотвратить заговор против династии Мин. Ну, авангардные музыканты всегда норовят придумать с историей что-нибудь эдакое. Never go the distance. You can never run away from come try as you may to find a place secure within a space. Но все-таки не зря Shaolin Death Squad использует восточные образы, ассоциирующиеся у многих с особым мироощущением и философией. Это позволяет настроить слушателей на нужный лад. Все-таки не получится вот так вот с нахрапом взять и проникнуться такой замороченной музыкой. Их второй и на данный момент опять же последний полновес Five Deadly Venoms иллюстрирует это как нельзя лучше. Название, обложка, лирика – все сугубо метафорично. Но ты вроде не ждешь четких формулировок и сразу стараешься смотреть на суть с другой стороны, а музыка просто сопровождает твои мыслительные изыскания. И это и есть тот самый уникальный музыкальный экспириенс. Ощущение эйфории от того, что ты не зря переслушал кучу однотипно штампованных продуктов музыкальной индустрии и наконец нашел то самое. И даже если Shaolin Death Squad не станет твоей любимой группой, то все равно будешь на 100% уверен, что не зря потратил время на знакомство с их творчеством. Тем более, такая музыка может не понравиться с первого раза, но исключительно прийтись по душе через какое-то время. Так что настоятельно рекомендую добавить их в свою аудиотеку. И хотя Shaolin Death Squad и работают в тени индустрии, не пользуются услугами лейблов, тем не менее они не останавливают процесс. В декабре вот релизнули отличную EP-шку, так что у нас есть все основания надеяться на выход полноформатника в ближайшее время. Все-таки 5 лет прошло со времен Five Deadly Venoms. Но мы же сейчас поговорим о группе, которая является главным связующим звеном между тяжелой музыкой и названием этого выпуска. Я говорю о 12 Foot Ninja.
И вновь фьюжн, но на этот раз в миксер положили еще и мат-метал, диско, босса-нова и просто поехавшее чувство юмора. Без него, думаю, такая смесь просто не могла появиться на свет. 12 Foot Ninja — это даже не просто группа, а скорее крупное музыкальное явление современности, которое, как ни странно, имеет за плечами всего один альбом. Но история его выпуска весьма своеобразна. Дебютник под названием Silent Machine состоит из 12 треков, которые постепенно, еженедельно поступали в продажу на протяжении 12 недель в 2012 году. Но самое интересное заключается в том, что каждая из песен сопровождалась 6-страничным комиксом, то есть в итоге вышла 72-страничная графическая новелла. Не каждая группа так заморачивается с оформлением альбома. Кстати, справедливости ради стоит отметить, что не одним полновесом едины 12 Foot Ninja. Они еще и выпустили 2 миньона, которые вместе вполне тянут на полноценный альбом. Их тоже ни в коем случае нельзя обходить стороной. Sky. All I have to transmute this illusion. I lost my grip, but I have you now. How can this be? I have become my enemy. За свою непродолжительную пока что историю 12 Foot Ninja даже успели получить несколько музыкальных премий, в том числе и за свои видео. И это еще одна интересная сторона деятельности группы. Все их клипы удивляют, показывают группу с новой стороны, производит впечатление плода безумного веселья, но тем не менее успешно доносит до слушателя заложенный музыкантами посыл. И так уж сложилось, что 12 Foot Ninja, как и остальные группы из этого видео, готовят к выпуску новый альбом. Так что у вас есть немного времени, чтобы ознакомиться с их музыкой и клипами, и я ручаюсь, это увлекательное занятие. Что ж, как мы с вами видим, с виду одна и та же идея может привести к совершенно разным музыкальным последствиям. Азиатские боевые искусства нашли свое прямое отражение в музыке Whispered, их философия и идеология затронуты в композициях Shaolin Death Squad, и они также помогли 12 Foot Ninja найти свой особенный образ, который помог им завоевать многотысячную аудиторию. А если вам тяжело так сразу уместить в голове эту адскую смесь из сегодняшних групп, то предлагаю шлифануться чем-нибудь легким, буквально. Вот, например, у питерской группы Silver Cast недавно вышел EP, который так и называется «Легкая». Он представляет новую вокалистку группы и слегка иное звучание коллектива. Очень советую всем любителям отечественной симфо-метал сцены. Танцы цвета и тьмы, пусть увечны, но мы с тобою одна кровь с мечтою, одна вера самой, высотой не минуты покоя, в океане с воздушной душой. Стоп,
Не спешите закрывать видео и фанатично репостить его по своим социалочкам. Скоро вы это сделаете, я надеюсь. Но сейчас еще пара объявлений важных. Действительно. Во-первых, 7 мая в московском клубе Rock House состоится второй концерт под эгидой Metal Music Madness, на этот раз практически полностью состоящий из героев выпуска MMM Review. Так что заходите в нашу встречу ВКонтакте, скоро там будут объявлены все участники мероприятия и будут вывешены подробности относительно билетов. Ну а во-вторых, как многие из вас уже, наверное, знают, с недавнего времени я присоединился в качестве драймера к героям самого первого выпуска MMM Live, к DJ Mortal. И с 1 апреля мы будем находиться в туре в поддержку альбома «Дети Галактики». В течение тура мы посетим 14 городов, так что у нас с вами есть отличный шанс увидеться, пообщаться и послушать отличную музыку. Обязательно приходи на концерт DJ Mortal в своем городе. Ну, вот и все. Можете закрывать это видео, ставить лайк, если вам было интересно, размещать этот выпуск на своих страницах ВКонтакте и на Фейсбуке, и, конечно, подписываться на канал Metal Music Madness. С вами был Миран. До связи.